Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала под названием «Битва титанов», где мы рассматриваем легендарные советские и российские грузовые автомобили, вспоминаем, какая техника трудилась на просторах необъятной страны. Также рассуждаем, какая машина наиболее подходящая под определенный тип задач. Вы в комментариях можете написать, какие грузовики запомнились вам. Возможно, некоторые образцы трудятся в вашей стране и по сегодняшний день. И у нас на дорогах увидеть советский или российский грузовик – большая удача. И в основном, если попадаются единичные экземпляры, то они в частном владении. Техника, можно сказать, для души, она отреставрирована, участвует в различных мероприятиях, а обычные работяги теперь иномарки. И очень жаль, что отечественная техника у нас канула в лету. И сегодня у нас третья часть. В первом видеоролике мы сравнивали грузовые автомобили ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. Во втором видео я вам показывал машины марки МАЗ и КАМАЗ, а сегодня мы рассмотрим королей бездорожья. Это грузовики Урал и КРАС. Конечно, это далеко не все машины, которые выпускались в Советском Союзе. Были прекрасные внедорожники ГАЗ-66 и ЗИЛ-131, но сегодня мы их рассматривать не будем. И если у вас есть интерес, я покажу эти грузовики в следующем видеообзоре. И у меня в коллекции не так много Уралов, преимущественно это старые модели от Эликона, КРАСов чуть больше. И первый грузовик, который хочу вам показать, это классический внедорожник Урал-4320. Старая модель от Эликон, она в моей коллекции уже продолжительное время. И долгое время эта машина стояла на открытой полке под палящим солнцем, поэтому немножко пожелтел кузов. Также есть пыль в некоторых местах и пару сколов. Но эта машина крепкая, несмотря на то, что у нее появились вздутия на лакокрасочном покрытии. И, к сожалению, эликоновские Уралы чумеют, и у меня начал рассыпаться самосвал на базе обычного Урал-4320, но вот этот автомобильчик пока что держится. И на свое время эта модель была с отличной проработкой. Съемный пластиковый тент, откидывается борт в кузове. И, конечно, детализация кузова, возможно, по нынешним меркам довольно проста, но, тем не менее, есть фактура на боковинах, и этот кузов не намного хуже, чем у модели от Автоистории. И что мне нравится у советских полноприводных грузовиков от Эликон, это рабочая балансирная тележка. Также прекрасные колесные диски, нормальные покрышки, и у этого грузовичка вполне хорошо детализирована ходовая часть. Отсутствует один карданный вал. Эта деталька у меня есть, просто храню ее в отдельном пакетике, чтобы она не выпала и не потерялась. И у этого грузовика еще откидывается капот и вполне хорошо проработан моторный отсек. У нас подобные Уралы встречались, но не часто. И эти машины в основном были в различных воинских частях. Также видел Урал-бензовоз, пару сидельных тягачей. Были сельхоз-варианты, но подобных машин я вживую у нас, во всяком случае, не видел. И давайте посмотрим на автомобиль марки КРАС. И, кстати, интересно, я думал, эти машины примерно одинаковые по размеру, и неоднократно видел автомобили вживую, но они никогда не стояли рядом. Но если сейчас посмотреть на масштабные копии, КРАС намного крупнее. И покажу вам первый бортовой грузовик, модификация 214, более ранняя. Она от более поздней модели отличается другими колесными дисками и покрышками, также немножко видоизмененной передней частью. А по большому счету остальные узлы точно такие же, и КРАСы выпускались на протяжении многих лет без особых переделок. Только самый современный КРАС уже имел иную кабину и оперение передней части. Вполне хорошая модель, и этот грузовичок продавался в Европе под брендом Premium Classics, а от варианта SSM он не сильно отличается, немножко другой оттенок темно-зеленого, и на дверках добавили логотипы Национальной народной армии ГДР. И мне проще было взять европейские модели, чем тащить их из России, поэтому выбрал вот такой вариант. И, кстати, у этого автомобиля потерялось одно стеклышко стента и не углядел, теперь нету этой детали.
И давайте покажу вам более современную модификацию. Она тоже из серии Национальной народной армии ГДР. Тент уже выкрасили в серый цвет. И вы можете посмотреть, какие отличия у этой модификации. Вот так проработана ходовая часть, и у костромских моделей уже статичная балансирная тележка, нет поворотных колес, как на продукции Deep Models, хотя у Deep полноприводные ZIL-157 и ZIS-151 тоже без поворотного переднего моста. И продавались наборы от Maestro Models, и думал себе в коллекцию взять один набор на пробу, но все время забываю его приобрести, когда делаю заказы в одном российском магазине, где эти наборы есть в наличии. Далее покажу вам сидельные тягачи. Урал, тоже от Elecon. В классическом защитном темно-зеленом цвете. Эта машина в плане детализации примерно такая же, как и бортовой грузовик, но эта модель новодельная, и у нее есть некоторые упрощения. Например, сделали уже глухую решетку радиатора без сквозных отверстий, и качество литья у этого образца сильно ухудшилось по сравнению с предыдущим автомобилем. Вот так выглядит моторный отсек. Капот тоже открывается не совсем хорошо. Тоже можете посмотреть, как работает подвеска. Присутствует запаска, седло, топливный бак, другие элементы. И в свою коллекцию не стал покупать варианты от Костромы, потому что у них были проблемы с геометрией кабины. И в целом эликоновские Уралы не намного хуже. Да, они сделаны намного грубее, но отлично передают образ настоящего прототипа. А с кразами все наоборот. У меня есть в коллекции модель, у нее тоже открывается капот, но она сделана намного проще и примитивнее, чем вот эти изделия от Автоистории, Starscale Models и так далее. Тоже хороший сидельный тягач в классическом темно-зеленом цвете. На этот автомобиль я поставил регистрационные номерные знаки, других доработок не делал. Хотя делал небольшой ремонт, когда я получил эту модель в коллекцию, у нее было сломано зеркало заднего вида с водительской стороны. И эта проблема часто встречается на кразах от Автоистории, потому что у них непродуманная упаковка. И, кстати, могу вам показать, как эти сидельные тягачи будут смотреться с полуприцепом топливозаправщиком. И могу вам показать еще один краз, только неполноприводный, тоже модель от Автоистории, в зеленом цвете. И у этого варианта глянцевая краска, а военный вариант в матовом цвете. И вот этот сидельный тягач продавался в наборе с оранжевым полуприцепом. На прицеп я поставил харьковскую резину, как и на сидельный тягач. И единственное, убрал зеркала заднего вида. Хочу поставить вариант из фототравления от Петроград. Просто не успел покрасить эти зеркала. Скорее всего, красить буду их ближе к лету. И тогда установлю на эту масштабную копию. Получается довольно интересная сцепка. И этот полуприцеп не очень хорошо сочетается с полноприводной модификацией, потому что у нее выше расположено седло, и у полуприцепа получается первая ось болтается в воздухе. Но этот прицеп отлично садится на сидельное устройство от Урала. Хотя сложно сказать, были ли такие сцепки в реальной жизни, но композиция тоже довольно необычная. И пишите ваши комментарии, что вы думаете о такой сцепке. И давайте покажу вам далее самосвалы, которые есть в моей коллекции. Их у меня тоже не так много, но кое-что показать я вам смогу. Первая модель от Elecon с кабиной серого цвета. Это тоже новодел, но он более ранних годов выпуска. Сквозные отверстия
в решетке радиатора, но вы можете видеть, тоже обработка металлической кабины здесь оставляет желать лучшего. Поднимается капот, также кузов, ну вот отвалилось запасное колесо, оно фиксируется на защелке, и, видимо, она уже сохлась, поэтому не держится на раме грузовика. Вот так выглядит нижняя часть. Есть задние фонари, сцепное устройство, правда, оно зафиксировано. Можно его заменить на рабочий элемент, тоже где-то в продаже видел наборы для доработок. И могу вам показать самосвал Крас. Тоже полноприводный. Это уже больше колхозный тюнинг. Подобные грузовики, насколько мне известно, с завода с таким кузовом не выходили. Уже машины переоборудовали, брали кузов со стандартного самосвала Крас и устанавливали на полноприводное шасси. И эту модель я покупал по акции с хорошей скидкой. И довольно хорошая масштабная копия. У ССМ также предлагался грузовик в темно-зеленом цвете, но песочный вариант, на мой взгляд, хорошо разбавляет коллекцию зеленых машин. Потому что, кстати, все мои Уралы и Кразы преимущественно темно-зеленого защитного цвета. И если машины поставить рядом, получается огромное зеленое пятно. И обычный Крас, который вы могли видеть на дорогах в вашей стране. У нас подобные самосвалы встречались, но очень редко. Последний живой Крас я видел где-то 15 лет назад. Машина стояла на стоянке в одном предприятии, и, к сожалению, ее потом порезали на металл. Очень обидно, но ничего не поделаешь. У грузовика тоже поднимается кузов. Вполне хорошие покрышки. И это довольно легкая модель, потому что из металла только кабина. Крылья, кузов и рама здесь из пластика. И, кстати, рама на многих костромских моделях идет винтом. И этот Крас не является исключением. Если посмотрите на козырек, то он тоже стоит не очень ровно. Можно попробовать ее нагреть, немножко вытянуть, но опять же это не очень легкое занятие и большая вероятность повредить хрупкие пластиковые детали. И давайте в заключении покажу вам пожарный Урал от ССМ, который есть в моей коллекции. Таких грузовиков вживую я ни разу не встречал и купил модель, потому что люблю пожарные машины и мне тоже нравится прототип. Огромный грузовик, у него сдвоенная кабина, отлично проработан интерьер. Единственное, насколько мне известно, бампера на пожарных машинах красили в белый цвет, и в планах было наклеить небольшую белую декаль, только нужно вырезать отверстие под осветительную технику. И не стал брать вариант с логотипами определенной пожарной части. Предпочитаю чистые машины, и уже на свое усмотрение вы можете наклеить различные декали и регистрационные номерные знаки. Вот такая небольшая коллекция легендарных полноприводных советских грузовых автомобилей, которую я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. Пишите ваши комментарии, какая масштабная копия вам понравилась больше всего. Какой грузовик, на ваш взгляд, обладает лучшей проходимостью. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции, и также можете смотреть другие видеоролики, которые выложены на моем канале. Их на сегодняшний день скопилось порядка 1000. На сегодня это все, до новых встреч, пока.